Газ отключили, беднеть мы будем продолжать, по-любому говну мы нормально будем ездить на УАЗиках и на Нивах. Мы свои машины вам поставим. Новость, которая разрушила мне голову. Лесбиянки, гомосексуалы, трансгендеры и бисексуалы. Всем уходить! Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Привет, друзья! Россия начала перекрывать газ в Европе. Зарубежные компании пытаются уйти, но остаться. Ну а начинаем мы по традиции с хорошей новости. Поехали! В российских кинотеатрах стали проводить неофициальные показы зарубежных кинолент. Среди них «Бэтмен», «Не смотрите наверх» и мультфильм «Я краснею». 21 апреля в московском кинотеатре VIP зрителям показали «Бэтмена», скачанного с торрента, сообщает Esquire. Понятно, да? Интересно, а сколько у них там билет стоил? Нормально там? Взял с торрента бесплатно на халяву фильм, продал билетов, ничего такой бизнес. Но пока это только для VIP-зрителей. Интересно, а для всех зрителей других тоже так же будет? Берем с торрента и билетики продаем, и вот и бизнес. Поэтому, ребят, по-моему, самое время открывать кинотеатры. А вы как считаете? Вот говорили всегда, отключим газ, если что, да? Так вот, газ отключили. Давайте будем разбираться вместе, что же происходит. Итак, власти Болгарии сообщили, что получили уведомление «Газпрома» об остановке поставок с 27 апреля. Аналогичное уведомление получила Польша. В общем, болгары сказали, что оплата в рублях создает для них риски неприемлемые, и по контракту до конца года они будут платить евро, если что. Вот. «Газпром» сказал, вот ни хрена, отключим газ, и взял и отключил. Одна Австрия только сказала, будем платить в рублях, потому что мы критически зависим, значит, от российского газа, и пока не заменим российский газ на другой газ, будем платить в рублях, никаких проблем. Будут ли они платить рублями за газ, тоже посмотрим, потому что пока платежей тоже не было. Вообще, почему Россия заняла такую категорическую позицию, что за газ надо платить рублями? Дело в том, что когда в евро или в долларах Болгария, например, платит за газ, это означает просто запись на корсчету западного банка там некоторых цифрок, да, за реальный газ. То есть, понимаете, реальный газ ушел в Болгарию, да, а на счету «Газпрома» в западном банке появляется запись столько-то долларов. А дальше вуаля, в любой момент эта запись в этом банке может быть также заблокирована, как и заблокировано сейчас 300 миллиардов долларов резервов, вы знаете. Вот и все. Поэтому Россия прям настаивает, говорит, нет, ребят, пока, рубли не придут, не будут зачислены, значит, на счет, а это записи в российских, так сказать, банках, да, вот газа не будет. Россия просто боится. Россию, можно понять. С другой стороны, европейцев, например, болгар, тоже можно понять. У них есть контракт, и так далее, они прям настаивают на его выполнении. Почему? А потому что есть Евросоюз, который сказал, ежели кто будет нарушать санкционную политику, того мы ататай. Позиция взаимного шантажа, конечно, приводит к тому, что все начинают искать альтернативы. Европа начинает искать поставки с Алжира, с других каких-то стран, договариваться возить танкерами этот сжиженный газ, да, пусть дороже, но главное избежать этих прений, избежать последствий, которые могут быть со стороны Евросоюза, со стороны Америки, там все тоже связано, да. Вот. К чему это приведет? Я думаю, что это приведет к тому, что будут сокращаться ожидания на поставки энергоносителей из России. То есть Европа будет переориентироваться на другие страны, например, страны Африки. В Африке очень много газа. Страны может быть, еще где-то в мире, Саудовская Аравия или где-то еще газ. Привезут газ, проблем нет. Просто это потребует какое-то время, но вот это все настроение, оно, конечно, приведет к тому, что, люди найдут альтернативы, потому что альтернативы, всегда есть. В результате расплатится за это все, наверное, потребитель газа, тот домохозяйство, которого газ, либо его не будет, значит, топить будет нечем, либо газ будет стоить огромных денег. Промышленное предприятие, у которого газ будет стоить огромные деньги, оно может даже обанкротиться, потому что будет неконкурентоспособным и так далее. Страны Восточной Европы, или скажем так, Россия, Украина, Восточная Европа, Болгария, Польша будут беднеть. Вот и все, к чему приводит. Поэтому
Беднеть мы только что начали, беднеть мы будем продолжать, да? Вместо экономического роста нас всех ждет рост бедности, нищеты. О, моя любимая тема. Суд в Москве оштрафовал Meta Platforms, напомню, да, это экстремистская организация, на 4 миллиона рублей. Почему на 4? Надо было больше залупить. За публикацию постов в Instagram и Facebook, пропагандирующих ЛГБТ-движение, а также оскорбляющих флаг и герб России. Классный мир у нас, ребят. Мы уже научились штрафовать подпольные организации. То есть она запрещена, она экстремистская, это Мета, Инстаграм, Фейсбук, да, а мы продолжаем ее штрафовать. Ребят, похоже, начинается какая-то там ловля ведьм, да? То есть суд в Москве оштрафовал соцсеть ТикТок за 2 миллиона рублей за неудаление роликов об ЛГБТ. Ребята, я вам сейчас переведу на русский язык, что значит ЛГБТ, а то все вот ЛГБТ-пропаганда, вот эти все аббревиатуры, а за ними скрывается реальность. Смотрите, ЛГБТ, Л — лесбиянки, Г — гомосексуалисты или гомосексуалы, да, Б — а что такое би? Бисексуалы. Бисексуалы, вот. Т — это трансгендеры. Вы представляете? Лесбиянки, гомосексуалы, трансгендеры и бисексуалы. Вот так хрен выговоришь, а так все очень просто. ЛГБТ. В общем, короче, пошла явная линия на то, что пресечь ЛГБТ-пропаганду в экстремистских организациях Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и так далее. И я хотел вас спросить, вот вы лично как относитесь к ЛГБТ-движению разного рода, вот этим, да, вот, к борьбе, значит, с пропагандой ЛГБТ. Как вы вообще к этому относитесь? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. А что там с бизнесом происходит? А вот что. Французский автоконцерн Renault продаст свою долю в АвтоВАЗе. Renault собирается передать 68% в АвтоВАЗе Государственному автомобильному институту НАМИ. Ну, то есть государству, да? Концерн оставит за собой право обратного выкупа этой доли в течение 5-6 лет. Ну, вы знаете, какие сейчас проблемы на АвтоВАЗе из-за того, что огромное количество запчастей, там, коробки передач, какие-то насосы, какие-то форсунки, они все были импортные. Реально производство на АвтоВАЗе сейчас встало. Способность производить автомобили полностью нарушена. И вообще все это сборочное производство автомобилей в России, да, вот все автоконцерны, которые собирают автомобили в России, ребят, это просто сборка. Есть одна только модель на АвтоВАЗе, которая, на 80-90% локализована. Это Нива. Так что все скоро будем ездить на УАЗиках и на Нивах. Чему я очень рад, потому что дорог строить не надо будет, потому что по-любому говно мы нормально будем ездить. И здесь, как всегда, отличился наш министр промышленности Мантуров. Он сказал, что сделка будет за рубль, намекая на то, что это, мол, хорошая сделка. Чего тут хорошего? Реально обузу взяли. АвтоВАЗ уже давно, 20 лет — это обуза. Эту обузу когда-то нашли, кому передать. Рено вручили, да и он занимался этой обузой. А теперь обратно эту обузу берут. Спрашивается, за рубль, не за рубль. Да я бы еще им доплатил, чтобы они оставили это себе и дальше сами занимались. Теперь с этим придется, знаете сколько? Локализацию делать товаров и так далее. Или опять китайцам вручить, скажем. А зачем это китайцев? Они скажут: не, мы свои машины вам поставим и все. Я, в принципе, видел китайские машины, и по сравнению с Лада Калина, я вам так скажу, это уже топчик, да. А через 5 лет вообще китайские машины заменят все, даже европейские машины. Поэтому в некотором смысле я даже рад, что придет замещение. Китайский автопром встанет на место, западноевропейского автопрома. Точно будет дешевле и точно не хуже. Правда, не скоро еще, лет через 15, но мы дождемся. Финский концерн Valio заявил, что продаст бизнес в России группе Велком, включая бренд Виола и завод по производству сыров в селе Ершово Московской области. Сумма сделки не разглашается, но все работники, все трудовые места остаются, что важно. Кто-то в сети написал: наконец-то Valio будет наш. Чему радоваться? Сырное производство, там какие-то пакетики, какие-то эти. Ребят, это примерно как мы бы радовались тому, что очередная шаурма перешла в наши руки. Слушайте, ребят, давайте так, опять процессоров нет, компьютеров нет, сложной инженерной техники нет, да? Станков нет. Мы опять радуемся какой-то.
да, радуемся обузе вот АвтоВАЗа, да, и все. Ну, ребят, это очень низкотехнологичные производства. Да, Виола хороший бренд, согласен. Да. Давайте здесь поставим жирную точку и порадуемся. Если кто кушает Виолу, напишите мне, нравится ли вам этот бренд. Сеть гипермаркетов Оби возобновит работу в России. Напомню, ранее Оби сообщила, что все, заканчивает работу в России, и мы закрываем все эти гипермаркеты. Вот теперь она возобновит. А вот что случилось, да? Оби нашла инвестора из России, предпринимателя, которому все свои гипермаркеты вот вручила и сказал: на, сам, короче, с этим. Да, и он забрал это и говорит: окей, я буду сам вот заниматься, да, и постепенно я заменю ваш бренд Оби на свой, другой. Оби сказала: все, окей, давай, занимайся, бро. И все. В результате, если у вас проблема, значит, где купить там строительные материалы или какие-то вот товары для дома, теперь у вас нет проблем. Приезжайте в Оби, а Оби пускай заплатит мне за рекламу своего, так сказать, бренда какие-то денежки. Так и передайте. Volvo, Jaguar и Land Rover, как их теперь называют GLR, да, Jaguar and Land Rover, вслед за General Motors сократит российские офисы. В общем, Volvo, например, намерена продолжить гарантийную поддержку своих автомобилей и готова, внимание, будьте внимательны, оплачивать ввезенные в обход правообладателя запчасти. Напомню, да? С одной стороны, западные эти компании не имеют права, потому что санкции, да, ввозить запчасти. С другой стороны, они напродавали кучу автомобилей, которые на гарантийном обслуживании, и они обязаны их обслуживать, иначе владельцы вернут эти автомобили им, и они должны будут это выкупить. В результате они нашли решение. Говорят: окей, вы давайте сами там где-то эти запчасти покупайте, пусть их там параллельный импорт из третьих стран где-то завозят, вы сами покупайте, а мы вам будем их компенсировать. Молодцы, ребят. Вот истинный пример, значит, когда, значит, невзирая на все эти ограничения, предприниматели и бизнесмены, смотрите, находят решения, поэтому это очень прекрасно, очень прекрасно. То есть бизнесмены, предприниматели — это такие люди, которые могут выполнить требования, так сказать, регулятора, который говорит: всем уходить, так стоять, и при этом остаться. Все. И я вам желаю в своей жизни вести себя по-предпринимательски. Если вам кто-то что-то говорит, что надо делать так, ну, вы послушали его, кивнули головой, а потом делайте так, как вам выгодно. Новость, которая разрушила мне голову, весь мозг, просто вот как хрустальная ваза. Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 миллиарда долларов и заявляет: я хочу сделать Twitter лучшим, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритм открытым исходным кодом, повысить доверие, ДДД, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей. Что значит аутентифицировать, знаете? Ну, это значит взять на карандаш. Известно одно, что Илон Маск работает в плотном сотрудничестве с ФБР, ЦРУ и так далее, и, скорее всего, Twitter станет такой глобальной платформой слежки за людьми. Если раньше все говорили, что вот эти соцсети, что там можно там как-то там анонимность и так далее, ну, ребят, во-первых, и раньше-то это было невозможно, но сейчас уж тем более, когда большой брат взялся за это, да еще и сам Илон Маск помогает большому брату это делать. Поэтому никуда вам не скрыться от слежки. И неважно, экстремистская это организация по версии, так сказать, Роскомнадзора, там, Facebook, Instagram, или пока не экстремистская, как Twitter, это не важно, ребят. Поэтому расслабьтесь, кайфуйте, получайте удобства от жизни, да? Ну и в конце концов, если уж вы вообще хотите, там, вам неприятно, что за вами когда кто-то наблюдает, ну тогда вам придется в тайгу и там жить. И это будут свои минусы, ну и свои плюсы. Выбирайте. Новости культуры. В Красноярске открылся и был освящен новый музей. Музей конвоя. Открыл ФСИН. Короче, ФСИН — это Федеральная служба исполнения наказаний. Вот какие музеи мы открываем, вот какие новости культуры мы публикуем. Поэтому, ребят, такие времена. Все будет хорошо, берегите себя. И еще раз напоминаю вам, давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум, я в огне.
горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться